Всем привет! С вами Мазис Нитин, и вы на нашем канале. В предыдущем мастер-классе мы рассказали, как без спиц и крючка связать вот такой шарф и шапочку из ниток с готовыми петельками Alize Puffy Fine Ombre Batik. В этом видео из оставшейся пряжи мы свяжем варежки узором косы к этому набору. В начале вязания отмотаем небольшую нить от оставшегося мотка пряжи. Первую петельку разрезаем по центру, чтобы получился небольшой хвостик. Отсчитываем 2 петли. Дальше третью петлю провязываем в первую, а четвертую во вторую. Затем снова в первую и снова во вторую. Так мы провязываем 11 раз. Довязали косичку, пересчитаем петли. Всего вместе с первыми двумя у нас должно получиться 12 петель. Теперь складываем вместе 2 последние петли и провязываем их одной петлей с рабочей нити. Примерьте косичку к самому широкому месту на ладони. Теперь последнюю оставшуюся петлю провязываем в первую, смыкаем нашу косичку в кольцо. Вверху у нас образовалась косичка. Из-за верхнего ребрышка каждой петельки мы набираем петли по кругу. Чередуем 1, 1, 2, 1, 1, 2. Всего нам нужно набрать 16 петель. Набрали 16 петель, и теперь мы будем вязать с вами первый ряд узором резинка, то есть чередовать лицевые и изнаночные петли. Начинаем с первой петли. Первую петлю провязываем сзади наперед лицевой, вторую спереди назад изнаночной. И так чередуем лицевая, изнаночная. Вяжем так до конца ряда. Провязали первый ряд узором резинка. Во втором ряду лицевые петли провязываем лицевыми сзади наперед, а изнаночные изнаночными спереди назад. Так вяжем весь второй ряд. Всего нам нужно провязать 5 рядов узором резинка, то есть 3, 4 и 5 вяжем аналогично второму. Провязали 5 рядов узором резинка, и теперь, начиная с первой петельки,
вяжем узор косы. Первые 3 петли провязываем лицевыми, продеваем сзади наперед. Следующую петлю провязываем изнаночной, продеваем спереди назад. Затем вяжем 4 лицевые петли косы. После 4 лицевых провязываем 1 изнаночную и после нее 7 лицевых петель. Закончили первый ряд узора косы. Во втором ряду для большого пальца нам нужно закрыть первые 3 петли. Для этого первую петельку надеваем сверху на вторую, затем вторую сверху на третью. Теперь отсчитываем 3 петли на рабочей нити и четвертую провязываем изнаночной в изнаночную петлю второго ряда. Получилось отверстие для большого пальца. Дальше для узора косы мы будем перекрещивать лицевые петли. Первые 2 с наклоном вправо, вторые 2 с наклоном влево. Первые 2 петли перекрещиваем так, чтобы левая была поверх правой, и затем провязываем их лицевыми. Следующие 2 лицевые перекрещиваем так, чтобы правая была поверх левой, и затем провязываем их лицевыми. У нас получилась косичка, которая расходится от центра к краям. Теперь провязываем 1 изнаночную и дальше следующие за ней 7 лицевых петель. Закончили второй ряд узора косы. В третьем ряду нам нужно провязать 3 лицевые петли, которые мы оставили для разреза пальчика. Дальше провязываем все петли по рисунку. Изнаночная, затем повторяем перекрещивание петель косы. Первые 2 слева направо, вторые 2 справа налево. В каждом ряду перекрещивание петель узора косы повторяется в одну и ту же сторону. За узором косы всегда следует еще 1 изнаночная и 7 лицевых петель. Довязали ряд до конца, и теперь варежку можно примерить. Теперь высоту аналогично нам нужно провязать еще 4 ряда. В зависимости от длины пальцев вы можете провязать на 1 ряд меньше или больше. Начиная от отверстия на большой палец, у нас получилось 6 лицевых петель. В следующем ряду мы будем сокращать по 2 петли по краям варежки. Для этого будем складывать по 2 боковых петли и провязывать их вместе одной лицевой с рабочей нити.
Начинаем с первой петельки. Складываем петли так, чтобы вторая была поверх первой, а третья поверх четвертой. И затем провязываем их одной лицевой с рабочей нити. Так у нас сократилось 2 петли. Следующие петли вяжем по рисунку. Перекрещиваем петли косы слева направо и справа налево. Теперь делаем следующую убавку петель, аналогично предыдущей. Таким образом у нас сократилось еще 2 петли, и варежка стала сужаться к центру. Для завершения ряда провязываем 3 лицевые петли. В следующем ряду для сокращения складываем петли так, чтобы вторая была поверх первой и не нарушилась линия узора. И затем провязываем их вместе. Чтобы не нарушился узор, в следующем сокращении сначала перекрещиваем петли косы, а затем делаем сокращение, чтобы лицевая петля была поверх петли косы. Теперь провязываем лицевую петлю, делаем следующее перекрещивание косы справа налево и провязываем вторую лицевую петлю. Оставшуюся петлю косы складываем вместе со следующей лицевой, так чтобы лицевая была сверху, и делаем еще одно сокращение. Следующее сокращение делаем таким образом: складываем первую петельку поверх второй лицевой и провязываем их вместе. У нас осталось 8 петель. Провязываем следующие 2 лицевые петли. Боковые петли складываем вместе и провязываем одной петлей с рабочей нити. Делаем еще одно сокращение. Теперь провязываем лицевыми 2 средние петли косы. Следующую боковую убавку делаем симметрично предыдущей. У нас осталось 6 петель. Теперь, начиная от рабочей нити, все петельки закрываем, надеваем одну на другую. У нас остается одна петелька. Теперь разрезаем по центру пару петель на рабочей нити и рабочую нить обрезаем, оставим небольшой хвостик. Ниточку продеваем в последнюю петельку и собираем все закрытые петли, продевая за крайнее ребрышко.
Собрали все петельки, теперь ниточку хорошенько затягиваем и с помощью крючка вытягиваем на внутреннюю сторону. Аналогично первой вяжем вторую варежку, только в обратную сторону и в зеркальном отражении. После того, как правая варежка будет готова, приступаем к вязанию пальчика на левой варежке. Складываем вместе оставшуюся петельку с изнаночной, так чтобы изнаночная была сверху, и продеваем в них петлю с рабочей нити. Хвостик с рабочей нити прячем на изнаночную сторону и подшиваем обычными ниточками. С помощью крючка продеваем еще 2 петельки за крайние ребрышки закрытых петель. Четвертую петлю продеваем не в следующую, а чуть дальше, между петлями. Пятую петлю продеваем симметрично четвертой на ряд выше. Всего мы набрали 5 петель. И теперь нам нужно набрать еще 2. Продевать будем в отверстие между петлями. Теперь пересчитаем. Всего вы набрали 7 петель, 4 снизу и 3 сверху отверстия.
Теперь, начиная с первой петельки, провязываем 7 лицевых петель. Вяжем первый ряд пальчика. Довязали первый ряд. Второй ряд вяжем аналогично первому. В конце второго ряда седьмую и первую петли складываем вместе, так чтобы первая была поверх седьмой, и провязываем их. У нас осталось 6 петель. Вяжем третий ряд. В конце третьего ряда снова делаем убавку. Последнюю петельку третьего ряда складываем с первой, так чтобы первая была сверху, и провязываем. Так у нас убавилась еще одна петля и получился красивый шов закрытия. У нас осталось 5 петель. Вяжем еще один ряд. Теперь нам нужно закрыть все петельки, обрезать рабочую нить, оставив небольшой хвостик, и собрать все петли. Хорошенько затягиваем ниточку и с помощью крючка прячем на изнаночную сторону. Затем подшиваем обычными ниточками для шитья. Вот такая варежка у нас получилась. Аналогично вяжем пальчик на правой варежке, только в зеркальном отражении. После того, как обе варежки будут связаны, аккуратно с помощью крючка прячем все хвостики и подшиваем их с изнаночной стороны обычными ниточками. Для утепления вы можете носить варежки прямо сверху на шерстяные или трикотажные перчатки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите нам в комментариях, мы с удовольствием вам ответим. Ссылку, где заказать пряжу со скидкой по промокоду MazesKnitting, мы оставим под этим видео.
Кстати, присылайте фото ваших готовых работ по нашим мастер-классам нам в Instagram. Мы обязательно их опубликуем. Поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые мастер-классы. Пока-пока!